Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». В данном видео я вам хочу показать и рассказать, как я выполняла вот такую вот достаточно интересную, красивую, главное нарядную кофточку спицами. Сразу могу сказать, что в данной кофточке я вязала не только спицами, но также у меня есть элементы. Это вот верхняя часть данной кофточки, которая выполнена крючком. Поэтому могу сказать, что данная модель подойдет для вязальщиц, которые умеют вязать как спицами, так и крючком. Сразу могу сказать, что модель не особо легкое в выполнении, поэтому, конечно же, понадобится опыт в вязании. Если вы буквально совсем недавно начали вязать, я боюсь, что у вас эта кофточка может не получиться, поэтому, как вы видите, опыт вязания должен обязательно присутствовать. Данная кофточка, как я уже сказала, помимо того, что она достаточно нарядненькая, то есть в ней используется пряжа вот с люрексом, с небольшим, то есть вот имеет рукавчик 3/4, но она также, я бы так сказала, что она и теплая, потому что основное полотно, которое связано, это вот пряжа без люрекса, которая у меня идет бежевого и беленького цвета, это полушерсть с кашемиром, то есть пряжа очень мягкая, шелковистая. В то же самое время она достаточно тепленькая. Поэтому данная кофточка, я бы так сказала, что она не только декоративный носит характер, но также и для тепла. Опять же, от себя хочу сказать, что такой дизайн вы можете, например, выполнить в хлопке, то есть не обязательно брать, например, именно полушерсть. Можно выполнить типа летнюю вот такую хлопковую туничку, то есть просто достаточно заменить именно полушерстяную пряжу на хлопок какой-нибудь. Единственное, чтобы он был, конечно, где-то в пределах такой же толщины, как я рекомендую вот эту вот именно пряжу, вот, с которой я буду работать. Значит, из похожей расцветки я совсем недавно выполняла еще другую свою кофточку. Она у меня была в бежевой расцветке вместе с люрексом, то есть я вам оставлю ее фото и также оставлю ссылочку в описании к данному видео, то есть при желании вы сможете посмотреть видео МК бесплатно и на ту кофточку. От нее у меня осталось достаточно так нормально пряжи, то есть бежевой и пряжи с люрексом, поэтому я решила выполнить еще одну кофточку из этой пряжи. Единственное, что дополнила ее вот еще белым цветом, то есть вот у меня получился вот такой вот вариант. Значит, рукавчик, как я уже сказала, в данной кофточке он где-то 3/4. Опять же, кто, например, не любит именно такую длину рукава, то есть я знаю, что это, конечно, есть такие вязальщицы, то есть я в данном видео МК также объясняю подробно, как этот рукав можно будет при желании удлинить и сделать более длинным, то есть это уже чисто на ваше усмотрение. То есть также здесь вот у меня обвязочка идет крючочком по горловине, то есть выглядит она вот таким вот образом. Вырез у меня, я бы не сказала, что он маленький, он в принципе так вот, ну, средний вырез где-то вот в этой кофточке. Но опять же, при желании вы можете, например, сделать вырез и поменьше, то есть для этого достаточно будет просто чуть-чуть побольше обвязать вот именно вот этой вот сеточкой по горловине, в результате чего у вас будет и меньше вырез. То есть как это все я делала, это я все подробно показываю в видео МК. Также, если вы обратили внимание, у меня достаточно интересно идет рукав. То есть вот таким вот образом он у меня выглядит. Сеточка у меня расширяется возле шеи, вот этот участок. И именно к низу рукава вот идет вот такая ширина. То есть это я сделала специально для того, чтобы эта кофточка она более удобно была в носке. Чтобы именно не поджимала под самую-самую шею вот основная вот эта вот часть, которая связана. Вот эта вот часть, которая связана, чтобы она не жала в шею, то есть поэтому я специально сделала, выполнила здесь вот этот вот участок, что он более широкий. То есть опять же, каким образом я это все выполняла, я все это очень подробно показываю в видео МК. Значит, вперед у меня вот выглядит таким вот образом, в принципе спинка у меня выглядит точно так же, вот она. Вот таким вот образом выглядит спинка. То есть именно эта кофточка, она одинаковая, как спереди, так и сзади. Вот у нее идет одинаковый дизайн. Значит, что касается размеров. Длина данной кофточки, она в пределах 70 сантиметров. Вот здесь вот.
И, значит, ширина по уровню груди вот здесь, она в районе 40 сантиметров. Но, опять же, полотно нужно учитывать тот факт, что очень хорошо тянется. Поэтому на размер где-то 44, 44, 46 она будет замечательно, эта кофточка, смотреться. И длина рукава вот непосредственно от горловины, вот этот вот участок, он тоже 40 сантиметров. То есть это основные размеры данной кофточки. Если вам мало ли вдруг необходимо будет сделать кофточку, вам понравился вдруг этот дизайн, но вам нужен чуть больше, предположим, размер, то есть для этого просто достаточно в процессе работы будет делать чуть меньше убавления вот здесь вот по рукаву. То есть если вы, соответственно, сделаете убавление не вот до сюда, а, например, вот до сюда вы сделаете убавление, то есть у вас автоматически пойдет расширение вот именно основного полотна данной кофточки. То есть вы можете взять за основу, например, данный узор, как я все это выполняла, но при желании можно сделать ее и побольше. То есть это уже чисто на ваше, так сказать, усмотрение. Точно так же, как и длина рукава. То есть ее также можно сделать при желании подлиннее. Итак, начинаем. Итак, для работы вам понадобится пряжа 3 разных расцветок. То есть вот у меня 2 цвета, это обычная классическая пряжа полушерсти, и 1 пряжа это декоративный акрил с люрексом. 2 цвета этих пряжи, они у меня остались от предыдущей кофточки, то есть фото я вам показывала, и поэтому я решила добавить еще ниточку и связать новую кофточку. Значит, для выполнения данной кофточки у меня ушло 2 моточка пряжи Камила, это у меня цвет молочный. Значит, кто не работал с такой пряжей, это я вам скажу, это фирма Назар, 55% шерсти, 5% кашемир, 40% акрил, 100 грамм, 320 метров. То есть у меня ушло на данную кофточку вот 2 моточка, ну и немножко осталось от этих 2 моточков. Поэтому если вы выполните чуть-чуть больше размер, я так думаю, что вам вот этого количества пряжи также будет достаточно. Также вам понадобится моточек пряжи Камилы бежевого цвета, но у меня опять же это остатки от предыдущей кофточки, но если вы ее не выполняли, то соответственно вам нужно будет купить и приобрести именно целый моток пряжи. То есть бежевой пряжи у меня получается 1 моточек ушел. И ушел 1 моточек, это пряжа у меня Gold. К сожалению, этикетки не осталось, поэтому я вам просто покажу картинку, как эта пряжа выглядит. То есть это 100% акрил с люрексом, он идет 100 грамм, там в районе 400 метров на 100 грамм. Такой пряжи получится вам также придется приобрести 1 моточек. Значит, если, опять же, смотрите, если вы вдруг, вам понравился дизайн этой кофточки и вы хотели бы выполнить ее как в летнем варианте, то есть вы просто можете подобрать похожую толщину пряжи, хлопок с акрилом, и тогда у вас будет вот летняя такая кофточка-туника. То есть также можно сделать. Если же вы, например, не найдете вот именно пряжу Камила у себя в магазинах, то есть вы можете просто что-то подобрать похожее, альтернативное, то есть не толстую пряжу в пределах вот где-то около 350 метров, то есть вот 320-350 метров. Далее вам понадобятся спицы. У меня это спицы круговые номер 3. В данной ситуации, в принципе, это не принципиально, какие у вас будут круговые или прямые спицы. Мне просто на них поудобнее работать. Поэтому, если у вас есть обычные прямые спицы, вы можете воспользоваться ими. Также вам понадобится это крючочек для вязания. В моей ситуации это крючок номер 2,25. Это именно вот там, где нужно будет выполнять изделие крючком. Итак, начинаем. Итак, так как кофточка у меня состоит из 2 одинаковых частей, то есть я выполнила в начале первую часть, чтобы вам показать более наглядно, как я буду выполнять уже эту кофточку в процессе работы. Значит, вот таким вот образом у меня выглядит эта часть. То есть это вот идет планочка из мотивов
Вот такая вот идет. Далее у меня идет немножко обвязка крючком. Далее идет уже полотно, связанное спицами. То есть здесь чулочная вязочка и вот такой вот ажур идет внизу. Также внизу у меня эта кофточка, она немножко будет более расклешенная. То есть вот таким вот образом я это сделала специально для того, чтобы ничего не стягивала по бедрам. То есть чтобы она удобненькая была, эта кофточка. То есть вот таким вот образом у меня выглядит одна часть. И соответственно, на второй части я вам уже буду рассказывать подробно и показывать, как я ее непосредственно выполняла. Итак, начинала я работу вот именно с верхней вот этой вот планочки, которая выполнена у меня крючком. Состоит эта планка у меня из 7 вот таких вот мотивов. Вот 7 у меня мотивов. Общая длина вот этой вот планочки у меня в районе 88 сантиметров. То есть я специально ее не делала очень длинную, так как по задумке я хочу выполнить рукава 3/4. Ну и плюс ко всему здесь еще по рукавам будет у меня потом идти обвязочка, то есть за счет чего еще рукавчик немножко удлинится. То есть если вы, например, не особо любите рукавчик 3/4, то есть вы можете удлинить вот эту вот планочку, соответственно, связав больше мотивов, и тогда у вас рукав уже получится более длинный. Значит, длина вот этого одного вот мотива, она около 12 сантиметров. То есть это вам для информации, если вы мало ли вдруг будете делать рукава чуть-чуть подлиннее. Значит, на данный мотив у меня подготовлен очень и очень подробное видео МК, в котором я прям пошагово с самого первого ряда показываю и рассказываю, как я его выполняла. Также предоставлена в данном видео МК схема вот на этот мотив. Значит, поэтому в данном видео я не буду подробно еще раз останавливаться и объяснять его вот именно как я выполняла вот эту вот заготовочку. То есть я оставлю вам ссылку в описании к данному видео, и при желании вы сможете посмотреть, как вот выполняется этот мотив уже дополнительно самостоятельно. То есть видео МК очень-очень подробный, как я уже сказала, плюс там предоставлена схема в нем. Единственное, что в том видео МК я не показываю, каким образом я соединяю вот эти вот все мотивы между собой, поэтому эту часть работы я вам покажу в данном видео МК, то есть именно соединение вот мотивов, которые происходят. И еще единственное, что в том видео МК у меня мотив состоит как бы из двух цветов, то есть цветочек, и потом уже идет второй цвет. Здесь у меня мотив состоит из 3 частей, то есть это вот центральный цвет идет, потом идет второй цвет, это вот молочный, и обвязочка, последний ряд, в котором, кстати, идет и соединение мотивов, это у меня связано из пряжи с люрексом. То есть это вот все основные моменты. Итак, изначально нам необходимо выполнить вот эту вот планочку из мотивов. Итак, я выполнила уже вот 5 элементов. Вот таким вот образом у меня все это выглядит. Соединила этих 5 мотивов. Это у меня уже отпаренный вариант, поэтому они такие более ровные и красиво смотрятся. И сейчас я вам покажу, каким образом я непосредственно соединяла эти мотивы, так как в видео МК эта информация отсутствует. Значит, вот я соединяю мотивы, естественно, на последнем ряду данного узора, то есть вот он у меня идет последний ряд. И каким образом я это делаю? Я провязала вот последний, получается, ряд до угла я провязала, и теперь я вот эту вот часть я буду соединять. То есть каким образом я делаю? Я делаю 2 воздушные петельки в конце угла и соединяю теперь с основными мотивами. Вот таким вот образом протягиваю сюда петельку, вытягиваю, делаю 1 воздушную петельку. Далее у меня идет 3 столбика с накидом. 3 столбика с накидом. Далее я отсчитываю 3 петельки вот на этом мотиве, на втором. 1, 2, 3.
Вот сюда в третью петельку я продеваю крючочек и вытягиваю вот эту вот петлю, которая у меня оставалась. Далее я провязываю 4 столбика с накидом. 3, 4. Вот я их провязала 4 столбика с накидом. Отсчитываю 4 петельки и протягиваю сюда вот так вот эту петлю. Вот я зафиксировала. Далее опять же я провязываю 4 столбика с накидом. Три, 4. Вот я провязала. Отсчитываю 4 петельки и протягиваю вот таким вот образом сюда петельку. Вот видите, пол мотива я уже соединила, то есть вот у меня выглядит вот таким вот образом. Далее я провязываю 3 воздушные петельки и вот сюда провязываю столбик без накида. Далее еще раз 3 воздушные петельки, продеваю крючочек вот в эту вот петлю и вот таким вот образом ее вытягиваю. Далее 2 воздушные петельки и столбик без накида вот сюда вот я продеваю. 3 воздушные петельки и я фиксирую их вот сюда, то есть там, где у меня на втором мотиве столбики с накидом вот заканчиваются, то есть вот сюда я фиксирую вот таким вот образом. И далее я провязываю по этому мотиву 4 столбика с накидом. 3, 4. Отсчитываю 4 петельки и вытягиваю эту петлю вот таким вот образом. Далее опять же 4 столбика с накидом. 3, 4. Вот я их провязала и вытягиваю петельку 1, 2, 3, 4. Вот я посчитала и вытягиваю петельку. Вот. Далее у меня идет в эту петлю крайнюю 3 столбика с накидом. 3 столбика с накидом. Далее 2 воздушные петельки и вытягиваю вот здесь вот я эту петельку вот таким вот образом. 1 воздушная петелька, и далее я уже начинаю вязать вот третью вот эту вот сторону по схеме, то есть вот таким вот образом. Вот по схеме я далее буду вязать. То есть вот я соединила 2 мотива, получается. Значит, обязательно не забываем, что необходимо будет после выполнения всех 7 вот мотивов вот эту вот полосу отпарить, потому что, как вы видите, разница очень сильно видна, то есть между отпаренным мотивом и неотпаренным. То есть по такому же ровно принципу я провязываю 7 мотивов и их между собой соединяю, после чего их отпариваю. И далее я вам покажу, каким образом я буду дальше вязать эту кофточку. Итак, после того, как я связала вот такую вот полосочку из 7 мотивов, то есть вот таким вот образом она у меня выглядит. Я все отпарила, чтобы все было ровненько, то есть вот так вот это все выглядит. Я буду вязать вот эту вот часть, то есть это у меня 3 ряда идут вот такие вот цепочки из воздушных петель, то есть вот таким вот образом это все выглядит. То есть каким образом я это буду делать? То есть я закрепляю ниточку я беру бежевого цвета, такого же цвета, как я вязала внутри цветочки, закрепляю и начинаю вязать воздушные вот эти вот дуги, я бы так сказала, из 5 воздушных петель. Сейчас я вам покажу.
То есть вот я закрепила ниточку, и дальше я вяжу следующим образом. 5 воздушных петелек. Вот провязала. И через 3 петельки я провязываю столбик без накида, фиксирую. Вот таким вот образом. Далее опять 5 воздушных петелек. И фиксирую через 3 петельки. Вот так вот столбиком без накида. Опять же 5 воздушных петелек. И фиксирую вот здесь вот тоже столбик без накида. 5 воздушных петелек. И вот в эту дугу я провязываю столбик без накида. 5 воздушных петелек. И в первую петельку я провязываю столбик без накида. 5 воздушных петелек, через 3 петли провязываю столбик без накида. Через 3 петельки провязываю столбик без накида, опять же. И еще у меня осталось и последний вот этот вот именно столбик без накида я провязываю вот сюда вот, фиксирую между соединениями мотивов. То есть вот таким вот образом на каждый мотив у меня получается по 8 вот таких вот дуг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, то есть все правильно. То есть вот по 8 дуг вот таких вот получается на каждый мотив. То есть в общей сложности у меня получается, что вот таких вот дуг я должна провязать 56 штук, так как у меня 7 мотивов умножить на 8 получается 56. То есть вот таким вот образом я довяжу вот эти вот дуги до конца этих мотивов. То есть вот у меня получается. Далее я поворачиваю полотно вот таким вот образом и начинаю вязать эти дуги точно так же по 5 воздушных петелек и соединяю их с предыдущей дугой. Вот сюда вот соединяю. То есть я провязываю, получается, до конца ряда, потом поворачиваю и еще раз провязываю вот эти вот дуги. То есть всего в общей сложности у меня получается, что я вяжу 3 ряда вот этих вот дуг. То есть вот у меня здесь 1, 2, 3. И далее я вам покажу, каким образом я буду набирать петлю уже вот белой, получается, молочной этой вот пряжей. И далее буду вязать спицами. Итак, на этом первая часть видео МК, как связать нарядную женскую кофточку, подошла к концу. Буквально на днях выйдет вторая заключительная часть видео МК, с которой вы сможете ознакомиться на моем канале. В конце видео я оставлю фото своих работ, так что вы сможете их посмотреть еще при желании дополнительно. Не забываем, что ссылки на видео МК, которые я вам обещала, я обязательно оставлю в описании к данному видео. Итак, кому понравилось видео, обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал. До новых встреч!